В этом видео я расскажу вам о 5 видах работ, которые вы сможете выполнить на фрилансе уже сегодня. И для этого вам не нужно будет долго учиться, потому что необходимые навыки, скорее всего, у вас уже имеются. Вы можете выполнять эти работы, будучи фрилансером на постоянной основе или в качестве подработки к вашей основной деятельности. Ну что, готовы? Тогда прежде чем мы приступим, убедитесь, что вы подписаны на мой канал. Это поможет вам не пропускать мои следующие видео, где я делюсь с вами полезной информацией и своим опытом. Итак, что делать, если ваша текущая деятельность никак не связана с миром онлайн, и вас постоянно посещают мысли о том, что на фрилансе вас никто не ждет, а вам так бы хотелось попробовать себя в этой роли? Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что действительно тем, чем вы сегодня занимаетесь, ваша основная деятельность, никак не может вписаться в формат фриланса. Приведу в пример себя. Я 3 года тому назад и подумать тогда не могла, что где-то далеко, за морями и океанами, такая профессия, как бухгалтер, давно уже практикуется на фрилансе. Помните, что мир сегодня со стремительной скоростью движется в онлайн. И наверняка ваша профессия тоже давно уже там, просто вы пока об этом еще не знаете. Отбросьте все ваши старые убеждения типа «это невозможно», «это не для меня», «это сложно». Лучше уделите немножко времени и поинтересуйтесь этим вопросом. Окей. Допустим, что вы все же стопроцентный представитель офлайн профессии, и делать то же самое онлайн вы не сможете. А может, вы уже давно задумывались о смене деятельности и хотите попробовать себя в чем-то новом. Какие опции для вас доступны на фрилансе? Первое – это услуги по переводу текстов. Да, конечно, для этого вам необходимо владеть иностранным языком, но вовсе не обязательно в совершенстве. Средний уровень или выше средний уровень, вам будет этого достаточно для того, чтобы переводить с иностранного языка на ваш родной. То есть у вас достаточно навыков, чтобы понять иностранную речь, а уже выразить эту мысль на вашем родном языке не составит особого труда. И здесь я не могу не добавить один очень важный момент. Если вдруг вы не владеете иностранным языком, в частности английским, мой вам совет. Досмотрите это видео, а потом бегом идите и ищите курс по ускоренному изучению английского. Даже на том же YouTube вы найдете массу полезной и интересной информации. Помните, что английский откроет для вас дополнительные возможности. И тот же фриланс на международной бирже, такой как Upwork, к примеру, имеет массу преимуществ перед фрилансом на русскоязычных биржах. Всего лишь полгода активного изучения языка, и у вас уже будет достаточный уровень для того, чтобы выходить на фриланс. Все 5 работ, о которых я буду говорить в этом видео, будут в разы дороже оплачиваться на Upwork, чем на такие же работы на русскоязычных сайтах. Всего лишь полгода. Задумайтесь об этом и учите английский. Вариант работ номер 2. Расшифровка аудио. Довольно часто встречаю я подобные проекты на фрилансе. Суть в том, что у кого-то есть аудиофайл, и вам необходимо будет его преобразовать в текстовый формат. Это могут быть записи конференций, переговоров, лекций, онлайн-курсов. Существуют и специальные программы по распознанию речи, но, как правило, они допускают много ошибок, и ваша задача будет их всех распознать и исправить. Вариант работы номер 3. Голос за кадром. Это то же самое, что и предыдущий пункт, только наоборот. Если у вас красивый голос, чистая речь, нет проблем с произношением, то вы вполне себе справитесь с этой задачей. Кому могут быть нужны подобные услуги? Это могут быть рекламные агентства, где нужно озвучить всего лишь пару предложений, или проекты побольше, где требуется озвучить целую книгу или серию аудиоподкастов, набирающих сегодня все большие обороты. На том же Upwork
Казалось бы, где все на английском языке, довольно часто можно встретить объявление типа Russian Voice Over, что означает, что для озвучки им нужны носители именно русского языка. Четвертый вид услуг – это виртуальный помощник. И здесь в ваши рабочие обязанности может входить широкий диапазон разнообразия в зависимости от потребностей клиента. Виртуальный помощник, или как его еще называют, помощник руководителя, это человек, который выступает в роли правой руки руководителя компании или каких-то проектов. В задачи помощника могут входить такие задачи, как, к примеру, составлять расписание руководителя, то есть назначать и отменять встречи, отвечать на звонки, общаться в мессенджерах, писать письма от имени руководителя, наводить порядок в электронной почте, извещать о важных письмах, резервировать билеты, гостиницы, заниматься поиском в интернете нужной информации и другие вопросы, в которых сам руководитель может и не участвовать, а делегировать их своему помощнику. Тем самым помощник существенно облегчает жизнь руководителя и экономит ему кучу времени. Виртуальные помощники, они всегда будут в спросе. А если вы еще и проявите себя, то хороший руководитель вас души не будет чаять. Вариант работы номер 5. Ввод данных. И здесь все предельно просто. У вас есть какие-то данные. Это могут быть списки, таблицы, веб-сайты. Вам необходимо взять определенную информацию и перенести ее в нужную программу. Не бойтесь, если вам предстоит работать с приложениями, о которых вы слышите в первый раз. Обычно, а точнее всегда, вы получите от клиента подробную инструкцию, что откуда брать и куда поставить. Изучите эту инструкцию, и если вдруг вам там что-то непонятно, спросите сперва у всезнающего Гугла. Ну, а если и после этого у вас остались вопросы, не стесняйтесь, уточняйте их с заказчиком. Лучше решить все вопросы еще на берегу, чем потом переделать всю работу заново. Внимание, важно! Если вдруг вы решительно собрались захватить весь фриланс, добавив в ваше портфолио все 5 вышеуказанных работ, то скажу вам, это плохая идея. Не делайте так. Вы будете выглядеть непрофессионально в глазах заказчиков. Вначале, конечно, вы можете попробовать себя в разных направлениях, но по итогу выбирайте одно и специализируйтесь в нем. Помните, что любая онлайн-профессия, она такая же, как и офлайн-профессия. И чем выше ваши навыки в ней, тем больше вас будут ценить, дороже оценивать и, мое самое любимое, рекомендовать другим. Итак, подводим итоги. Если есть горячее желание начать фрилансить, то нет абсолютно никаких поводов, чтобы откладывать. Если есть знание английского языка, то идем сразу на Upwork и не тратим свое время на русскоязычные биржи. Если же знаний английского языка пока еще нет, начинаем работать на русскоязычной и параллельно учим английский. Далее определитесь, с чего бы вы хотели начать. Переводы текстов, расшифровка аудио, голос за кадром, виртуальный помощник или работа с данными. В действительности этот список можно продолжить. Также можно и нужно продолжить постоянно учиться чему-то новому. Помните, что мир фриланса – это мир возможностей, и здесь все зависит только от вас, вашего желания и ваших стремлений. Дерзайте! Кстати, мне было бы очень интересно узнать о ваших профессиях и что лично вы думаете. Можете ли вы, не меняя деятельность, найти работу на фрилансе? Итак, пишите в комментариях вашу должность и слово «да» или «нет». «Да» означает, что да, вы можете найти работу на фрилансе, не меняя должности, и «нет» означает, что ваша профессия не подходит под формат фриланса. Ну, а если вдруг вы не уверены, то так и пишите, мы вместе с вами разберемся, да или нет.
Если вы узнали что-то новое в сегодняшнем видео, то обязательно не забывайте ставить ему большой и жирный лайк, чтобы большее количество людей смогли его увидеть и вполне вероятно вдохновились на работу мечты. Вам спасибо большое за просмотр и до новых скорых встреч!